Январь 25 года для моих любимых, прекрасных, чудесных, замечательных, душевных, роскошных раков. Да, уже переступили с вами в 25 год. Вот так. Плавно переходим в следующий год. Там, где я, там комфорт, там уют. Вот такой для вас месяц. И мы сейчас подробно посмотрим, что за показатели. Там, где я, там комфорт и уют. Давайте смотреть, конечно же, давайте будем смотреть. Что? Начинаем с Солнца. Солнце, которое будет находиться до 19 января, будет находиться в знаке зодиака Козерог. И для вас Солнце находится в доме, в секторе семьи и брака, в очень домашнем семейном секторе. Вот там, где вы будете, это ваше эго. На январь месяц там располагается Солнце для вас. То есть эго. И моему эго дома всегда там, где я, там уют и комфорт. И я все для этого сделаю. Для того, чтобы мне здесь было уютно и комфортно. А там, где рак, там действительно и уютно, и комфортно. Да, немножечко суетитесь, да, немножечко что-то тревожитесь, да, немножечко что-то волнуетесь. Но в общем и в целом, там, где рак, там комфорт и уют. Все для этого стараетесь сделать. Солнце будет находиться в этом секторе, и Солнце будет делать очень красивые аспекты с Сатурном, то есть с авторитетом. Возможно, у вас кто-то в доме есть для вас авторитет. Может быть, вам с вами живет пожилая мама. Может быть, в вашем доме находится супруга или муж, который, занимается какой-то научной деятельностью, работой, чем-то занимается постоянно у себя в кабинете, пишет какую-то работу, чем-то погружен в свою работу, находится при вас, и это для вас авторитетно, потому что человек занимается своим делом, человек зарабатывает на этом деле, человек много времени посвящает этому делу. А также, что еще такое Сатурн, который идет по этому сектору, это не Сатурн, а Солнце, которое делает секстиль с Сатурном по этому сектору. Это то, что для вас очень важна ваша семья, для вас очень важны члены вашей семьи. Они для вас очень авторитетны. Вы прислушиваетесь к их мнениям, вы прислушиваетесь к состоянию здоровья. Для вас это авторитетно. Дальше что еще сделает? Очень красивый 13 числа сделает тригон с Ураном. Уран это неожиданности, это случайности, это вдруг. Вот этот Уран, так как выстраивается тригон, очень гармоничный аспект, этот Уран может неожиданно, случайно, вдруг именно в этом секторе, в секторе семьи и брака принести очень радостное известие. Известие о пополнении, известие о хорошем состоянии здоровья, известие о каких-то переменах в ближайшее время, которые могут произойти. Следующий какой прекрасный аспект делает еще Солнце, делает к Нептуну и делает к Юпитеру, и все это выстраивается в гармонию. Но Нептун – это выражение своих эмоций, выражение своего творчества, это полет, размах творчества. Ты объясняешься, говоришь, изъясняешься, ты чувствуешь комфорт, и ты этот комфорт сам создаешь. Какие-то приятные слова друг другу сказать. Это могут быть дети, это могут быть ваши близкие, это могут быть ваши внуки. Ну, что-то такое приятное, чудесное, создается уют и комфорт, который ты сам создаешь. И следующее еще, что очень красивое соединение, уже Солнце в 19 числа перейдет в знак зодиака Водолей с 19 числа. И сделает очень красивое соединение с Плутоном. Плутон находится в
Водолей только что сделал транзит, оставаться там будет очень долго. И вот такое Солнце, которое туда переходит, сразу встречается с Плутоном, то есть сама жизнь тебя куда-то выводит. И точно так же подсказка звездного неба в январе месяце кого-то прибьет, ну, приведет в ваш дом. Вот что-то в доме, что-то какие-то появятся новые, так скажем, лица. Это могут быть животное какое-то, вот так вот прибилось, вот где-то потерялось животное, бегало, вы его подняли и принесли домой. Либо вы сами захотите, либо дети вот уезжают куда-то, там, просят, чтобы вы посмотрели за их животным, которое у них есть. Либо это может быть птица, которую вы тоже приобретете. Это может быть в виде аквариума. Ну, что-то такое в доме появляется, что вас, оно к вам как прибилось. Вы приобрели. Это может быть игрушка, которую вот так вот вы шли на витрине, увидели какую-то статуэтку или игрушку. Вот она прям попросилась к вам домой. И это тоже создаст своего рода уют и комфорт. Что препятствие делает в январе месяце? Ну, активно. Активно себя ведет фиктивная точка. Фиктивная точка – это черная луна. Это не планета, это не светило. Это фиктивная точка на небе в виде черной луны. Или еще ее называют Лилит. Довольно-таки будет активно в январе месяце и постоянно будет делать вот эти препятствия, создавать конфликтные ситуации. Раки очень сенситив, очень чувствительные. Раки с подвижной психикой, с подвижными эмоциями. Принимаете близко сразу к сердцу. Именно принимайте близко к сердцу, к душе. Еще не успели даже подумать, через голову пропустить, а уже немножечко расстроились, а уже немножечко обиделись. Рака очень легко обидеть. Одним словом, рака можно обидеть. Это очень чувствительный знак, очень тонкий, нежная психика. А Лилит, которая активна в этом месяце, она что делает? Она именно провоцирует, она надсмехается, она все путает, а потом смеется и говорит: ты что, и правда подумал, что я могла так поступить? Я просто пошутила. Я, знаешь, вообще реакцию твою хотела посмотреть. Ну, какая реакция, когда ты уже успел и обидеться, и расстроиться, и неприятную эмоцию получить? А когда тебе потом говорят: ну, я просто хотела посмотреть, как ты отреагируешь, это уже не имеет значения, что ты хотел. Ты уже сделал. Так вот, довольно-таки чувствительно будет в этом месяце Лилит, и тоже будет делать, сразу выстраивает квадратуру к Солнцу. Я уже не говорю дальше, что она будет, мы это обговорим. Сразу к Солнцу. Солнце, мы с вами знаем, это наше эго. И это может возникнуть в своей семье. Вот что-то не так ответил, не так посмотрел. Не принимайте это близко, не принимайте это персонально. Ваше спасение – перевести все в юмор. Посмеяться над какой-то ситуацией. Да, прежде чем эта ситуация... Ой, я так и знал, что ты все в юмор переведешь. Да, я пошутил, я то все. Вы на опережение действуете. Не принимайте близко какие-то... Если вы обращаетесь к кому-то, к своим близким, и человек сразу не реагирует, не отвечает сразу, это не потому, что он хочет вас обидеть или потому, что он там плохо к вам относится. Он в своем мире. Многие мы сейчас в телефоне как в своем мире погружаешься. Иногда даже либо механически отвечаешь, либо даже не слышишь, что тебе кто-то говорит, потому что ты сидишь вот в своем мире. Поэтому персонально на себя ничего не принимайте, так как вы очень чувствительны, вы можете себе просто-напросто испортить такой прекрасный, чудесный месяц, который говорит: там, где я, там комфорт. И все для этого делайте. Дальше с вами смотрим что? Посмотрим с вами, где у нас будет
13 января полнолуние. Полнолуние. Первое полнолуние 25 года, и оно будет находиться в вашем знаке. В вашем знаке. Полнолуние – это когда заканчивается какой-то один период, и ты открываешь, как с чистого листа, начинаешь свой следующий этап. Так вот, здесь именно эмоциональный фон свой почистить, либо не пустить ничего в свой эмоциональный фон. Никаких тревог, никаких беспокойств, никаких волнений, никаких страхов и неуверенностей. Закрыли эту страницу, перевернули эту страницу. Никаких итогов, а что вот 25-й, 4-й год, какой он был, а вот то, а то начинаешь анализировать, что-то туда погружаешься, и ты уже оказался там. А тот год уже прошел. И в январе, особенно 13 числа, никакие выводы уже делать не надо. Все выводы давно сделаны. Ничему туда возвращаться не надо и не трогать свой закрыть страницу и уже пойти с чистым листом в 25-й год. Дальше смотрим. Конечно же, смотрим, обязательно смотрим Меркурий. А без Меркурия никуда, потому что Меркурий – это мысли. У рака в 24 часа в ходу мысли. 20 без перерыва думают. Либо там в прошлом возится, думает, либо в будущем. А вдруг мне не хватит пенсии? А вдруг я останусь одна? А вдруг дети от меня и так далее? Или туда. То есть мысли. И Меркурий будет в январе месяце очень активен. Поменяет 3 знака. Находится до 8 числа в Стрельцах, затем будет в знаке зодиака Козерог до 28, а с 28 пойдет в знак зодиака Водолей. И ход мыслей меняется в 3 стихиях. Огненная, успокаивающая, теплая, согревающая стихия. Строгая, продуманная, серьезная, отстраненная, деловая. И следующее, творческое, легкое, на подъеме, с большим-большим претензиям и потенциалом к жизни. И все это у вас происходит 6, 7, 8 сектор. Начинается с 6, потом переходит семья, опять про семью, что-то тут какие-то такие строгие рамки, какие-то конкретные разговоры, какие-то конкретные решения задач, которые у вас есть, решения проблем, которые будут возникать, а потом на 8. А 8 сектор – это сектор уже с 28 числа к концу месяца, это сектор, где тебе нужно подключить все мысли для того, чтобы восторжествовала справедливость, та, которую необходимо восстановить. То есть мысли большой-большой аспект имеют. И мысли, в принципе, все выстраиваются в основном в гармонии. Каждый день какой-то аспект. Но все это, из всего этого многообразия и довольно-таки гармоничных аспектов, опять и снова фиктивная точка черная луна очень активна. А что такое у нас фиктивная точка черная луна? Это не проработанный Меркурий. Это тот Меркурий, который тебе делает раздражение, который тебе делает путаницу в голове, который тебе провокации делает, конфликты делает, который надсмехается над тобой, который, прям раздражает. Вот это все фиктивная точка черная луна. То есть непроработанный Меркурий. И получается, вот этот непроработанный Меркурий конфликтует с Меркурием. Это все мыслительный процесс. То есть при том, что складываются прекрасно хорошие аспекты, которые на созидание, аспекты, которые на прекрасный эмоциональный фон, и встречи, разговоры, неожиданные приятные путешествия, короткие,
приятные встречи с людьми, очень интересные знакомства, неожиданные появления людей, которые придут в вашу жизнь, появятся в вашей жизни. Тоже дважды в месяц Лилит будет играть вот эту очень важную, вставлять вот это вот важные какие-то вещи, которые будет вас запутывать, отводить. 1 числа сделает секстиль, а 23 числа сделает квадратуру. Квадратура – это жесткий такой аспект, это конфликтный аспект. На ровном месте, там, где я создаю уют и комфорт, а там, где раки, там всегда уют и комфорт. Вот то я это создаю, я это делаю, я это стараюсь. И сам же натыкаюсь на вот эти грабли, которые выставит фиктивная точка. С кем-то из домашних. Зачем нужен этот конфликт? Аспект короткий. Вот 1 числа, потом 23 числа. Аспект, как правило, Лилит, когда выстраивает, она довольно-таки коротко сделает проказы и в кусты. Вот так, если примитивно рассказать. Вот то же самое здесь. Сделает что-то. Вот придут дети, например, на этот аспект придут дети и скажут, нам нужны там, вы можете занять нам какую-то сумму. А по таким показателям ничего занимать нельзя, потому что и поссоритесь, и финансы дальше не получите свои, и еще конфликт еще дальше глубоко зайдет. То есть, но можно по-разному отказать. Можно отказать очень деликатно, объяснив, а можно отказать: я всегда вам занимаю, вы никогда вовремя не отдаете, мне самой деньги нужны, вы такие, с вами бесполезно разговаривать, в прошлый раз еле-еле забрала свои деньги, а вы меня подвели. То есть можно и по-разному отказать. Поэтому следите, очень внимательно следите за ходом этого месяца, то есть за ходом своих мыслей, и не поддавайтесь никаким вот таким вот ненужным реакциям, ненужным абсолютно ходом мысли. Следующее, что у нас очень красивый аспект какой сделает? Красивый аспект сделает с Венерой. Это 19 числа. Вот такой Меркурий сделает с Венерой. Это знакомство. Это знакомство. Это очень приятное знакомство, которое вас через какой-то объект ведет. Вот где-то вы побывали в гостях, или вы были на выставке, или, может быть, фильм куда-то ходили смотреть, может быть, просто в кафе посидеть. И вот в разговоре завязывается тема, какой-то разговор, и можете приобрести очень верного себе друга или человека, который твой единомышленник, с которым тебе очень интересно. Следующее, что мы с вами смотрим, это же, конечно, давайте смотрим сама Венера. Где будет находиться сама Венера? Сама Венера будет находиться по экзальтации, то есть самое лучшее ее место расположения. Это в знаке зодиака Рыбы. И для вас Венера будет находиться в секторе, она находится в Рыбах, но для вас это будет сектор обучения, образования, коммуникации, контактов, группа какая-то людей. Это такой прекрасный сектор, где ты можешь и познакомиться, и друзей обрести, и хобби какое-то, и какие-то обучающие курсы, и что-то новое узнать, и развлекательного, и образовательного характера. То есть спектр контактов очень и очень расширенный. И хорошими показателями с Сатурном соединение, тригон с Марсом. Точно знакомство, мужская и женская энергия между собой выстраивают гармонию. Это абсолютное знакомство. И также очень красивый секстиль с Ураном. Уран – это приятные неожиданности. Когда выстраивается секстиль, это всегда приятные неожиданности. То есть все, что по знаку, по Венере, которая будет находиться в Рыбах, и у вас идти будет по этому сектору, это очень большие показатели и удовольствие, наслаждение, общение, посещение, и расширяется ваш круг знакомств, вы
Возможно, с января начнете что-то, какую-то новую профессию обретать. Может быть, кто-то пойдет в джим заниматься, и там своя компания. Кто-то какое-то хобби изучать, у вас своя здесь компания. То есть круг расширяется, и это приводит к очень благоприятной сфере коммуникации и общения. Ну, и, по-моему, 29 числа, да, 29 числа будет новолуние. Роскошное, чудесное новолуние в знаке зодиака Водолей, потому что под управлением Плутона, потому что 29-го также будет соединение Плутона и Меркурия. То есть абсолютное новолуние под управлением Плутона и в соединении с Меркурием. И это у вас будет проходить в секторе справедливости. Это новолуние, где у вас торжество справедливости и правосудия. Решаются на это новолуние, решаются какие-то выплаты, которые вам не выплатили, они будут рассматриваться и решаться. Надбавки, которые должны были вам с прошлого года начислить, или вы подавали заявление, чтобы вам надбавку какую-то дали, вы ее получите. Вы можете получить какие-то гранты на обучение. Вы можете получить выплату, где как-то несправедливо, неправильно прошли сокращения, и вам не выплатили определенную сумму. То есть это новолуние чудесное, роскошное новолуние справедливости. Торжество справедливости, торжество правосудия. Причем так как тут соединение идет с Меркурием, это документы, информацию. Вы будете поток информации получать для того, чтобы пробить и выбить себе какие-то необходимые финансовые справедливые решения, как финансового характера, так и характера социального. Так что новолуние будет для вас очень-очень мощным и сильным. Ну вот так плюс-минус складывается январь месяц, который там, где я, там уют и комфорт. И я все для этого сделаю. Ну а я уют и комфорт, когда увижу ваши лайки, подписку, просмотры, поддержку. Спонсорами становитесь канала. Поддерживайте канал. 54% на моем канале смотрят без подписки. Давайте эту картину исправим. У меня в программе полный отчет, когда смотрят раков, сколько смотрит, кто смотрит, сколько ставят лайков, какой интерес и так далее. То есть давайте с вами вместе создадим уют и комфорт. И я знаю, раки мне в этом абсолютно помогут в 2025 году исправить ситуацию, которая происходит. Итак, лайки, подписка, поддержка. И идем с вами. 25 год, несмотря ни на что. Бесконечно вас всех уважаю. Посылаю вам нашу формулу жизни, за которую крепко держитесь. Счастье, счастье, счастье. Стержень, сила духа, позитив, философии жизни, несмотря ни на что. Обнимаю вас.